Приветствую, друзья! Сегодня мы познакомимся с новым решением на рынке динамических внутриканальных наушников моделью Focus EDM. Компания, насколько мне известно, новая, позиционирующая себя на создании студийных ушных мониторов и совершенствования за счет обратной связи от музыкантов. Сейчас у них уже есть 3 модели. Это EDM, вокал и ритм. Мы с вами разберем первую из них. Собственно, поехали! Пришли наушники в средней по габаритам картонной коробки с описанием основных достоинств модели и полным списком технических характеристик. Из важного отмечу 16 Ом импеданса и чувствительность 105 дБ на милливатт, что говорит о довольно высокой чувствительности ко всяким фоновым шумам. Проверил с ламповым усилителем, пользоваться ими действительно тяжко. Внутри находим, конечно же, друзья, сами наушники, набор макулатуры, приятный на ощупь такой плотный кейс из кожзаменителя и 2 комплекта силиконовых амбушюр с надписью почему-то «Вокал Focus». Кабель выглядит просто прекрасно, витой, эластичный, с прямым металлическим штекером и вилочными коннекторами 0,78 мм. Сами чашечки полностью сделаны из металла. От остальной модели их отличает наличие таких резких рубленых граней, вписанных в округлый дизайн. То есть такая элегантная неотесанность. В внутренней части расположилось единственное компенсационное отверстие для 10,2 мм динамического драйвера и звуковод с бортиком для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Фейсплейты тут стилизованы под дерево с позолоченным таким логотипом компании. Выглядит все это действительно, друзья, очень интересно. Посадка тут тоже выше всяких похвал, удобно, да и звукоизоляция на прекрасном уровне. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более длинный относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,8%, что очень даже хорошо. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекунд, причем без каких-либо дополнительных возмущений. Разница между амбушюрами, как видите, абсолютно незначительная. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на целых 16 дБ с плавным заходом на середину, выделение области разборчивости, имитацию ушной раковины, а также пик на 8 кГц для усиления общей резкости звучания. В сумме график нам честно довели до 20 кГц. В звучании Focus EDM первым делом обращаешь внимание на низкие частоты. Их действительно здесь много. И я, исходя из названия EDM, даже не буду это оспаривать. Для электронной музыки баса, как говорится, много не бывает. Хотя, с другой стороны, оба набора комплектных амбушюр лично мне не сели, отчего заметно так подрезались басы. Так что, если у вас тот же самый случай, то просто докупите насадки от КБИР, например, как у меня вот эти с желтым сердечником. Сам же характер тут очень музыкальный, с плотной такой естественной структурой. Отчего, конечно, немного страдает разделение, зато у звука нет каких-либо явно ощутимых перепадов. Бас плавно перетекает в середину, которая, используя элементы психоакустики, подчеркивает нам вокал, а также повышает разборчивость и общую резкость звучания. Высокие тут не режут, не пилят и вообще никак не обращают на себя внимания, за что им огромнейшее спасибо, так как звучит все комфортно, глубоко и очень мелодично. Для оркестровой музыки или сложного мультиинструментального джаза Focus EDM, наверное, не особо подходит, однако это было сразу понятно из названия. Слушать здесь можно, конечно же, все, но для оркестра не хватает разделения и воздуха между инструментами, а для какой-либо работы с вокалом чересчур уж много баса. С источниками, которые тоже подчеркивают данный диапазон, получается прямо перебор. Так, связку к Focus EDM я лично не рекомендую использовать новый ЦАП Beam 3 Pro. Вместе у них звук получается прямо-таки гулким. Однако, перейдя на стационарный ЦАП SMSL DO 200, слушать уже было очень комфортно, а вся излишняя вот эта гулкость мгновенно ушла. Так что будьте в этом вопросе поаккуратнее. Что же касается соула, блюза, старого чернокожего джаза, металла или какой-нибудь клубной электроники, наушники раскрываются, друзья, на полную катушку. Для дедкора разборчивости, на мой взгляд, достаточно. Не прямо-таки, чтобы чисто, зато жирно, сочно и напористо. И ритм гитары находится на своих местах, и вокал правильно выделяется из трека, и грязь высоких не особо выдвигается нам в лицо. Мне тяж в подобной конфигурации нравится, так как напоминает то самое время, когда переписывали его с аудиокассет. Любители же кристальной чистоты и прямо четкого разделения, увы,
подобными характеристиками модель похвастаться не может. Здесь чуток грязновато, капельку тумана, много баса, жира и драйва. Отсюда должно быть очевидно, к чему в пару герои обзора подойдут лучше всего. Берите что-то максимально детальное, резкое и техничное. А мелодичности и объема у наушников хватит на двоих, ровно как и глубины. Электроника, примерно как этаж, сильно зависит от специфики поджанра и того, как именно вы все это любите готовить. Кристиан Лёфлер получил приятную массу и нереально такой качающий бас. Да, это без сомнения басхедная модель для тех, кто любит низкие частоты на уровне аж до мурашек по коже. Создается ощущение какого-то элитного ночного клуба, поскольку все хотя и вибрирует в ритме, но нет лишнего подзвона и резонансных искажений. Все более-менее четко, объемно и сверхглубоко. Ну а при грамотно подобранной связке добавятся еще и элементы техничности. Довольно интересные и очень эффектные получились наушники для тех, кто ценит мясо, жир и драйв. Относительно мониторинга для музыкантов, о чем заявлял сам производитель, возможно, но для этих целей имеет смысл подобрать что-то с лучшими переходными характеристиками. Хотя тут, например, можно оценивать то, как инструмент укладывается в трек. Итогом, динамические внутриканальные наушники Focus EDM имеют очень солидный внешний вид, удобную посадку и приятное такое очень басовитое и при этом мелодичное звучание. С легкой, конечно, дымкой и далеко не самым рекордным разделением, зато все естественно, насыщенно и глубоко. Ну а поскольку модель нам назвали EDM, то требовать с них уровня какой-нибудь академической или быстрой тяжелой музыки было бы совсем нерационально. Здесь у нас атмосфера клуба, как ночного танцевального, так и небольшого джаза. Немного грязи, объем, комфорт и богатство ритмических партий. Яна Лёфлер, реально подвис, хотя это и далеко не самая танцевальная электроника. Круто, друзья, что сказать. Из минусов: комплектные насадки мне не сели вообще, благо недавно докупил 4 пары от КБР, и очень высокая чувствительность, от чего могут проявляться фоновые шумы от источника. А так, приятные такие фановые наушники для танцевальной электроники. А на этом у меня все. Это были динамические наушники Focus EDM. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.